Деревянный Рамазан. Ну давай. Маша в походе, 21 выпуск. Помните Ликийскую тропу, которую мы ходили с рюкзаками, с палатками? Не совсем комфортная Турция, а сейчас я вернулась сюда, чтобы показать вам комфортную Турцию, но при этом без отелей all-inclusive, без кучи народа на пляже, самой красивой бухты недалеко от Анталии. Что покушать, что посмотреть, куда можно добраться самостоятельно общественным транспортом, посмотреть какие-то дикие красивые места. Вместе со мной будет Вика, которая периодически живет в Турции. Она покажет, расскажет какие-то особенности про туризм и в том числе про жизнь в Турции. И это будет первый выпуск, где я укажу все цены, все расходы в этой поездке. И если такой формат вам нравится, обязательно поставьте лайк, чтобы я понимала, что я двигаюсь в правильном направлении. Я буду снимать больше таких же видео. Вот такая забегаловка. Это называется дурум, типа нашей шаурмы. Мы идем. Я, конечно, сомневаюсь, что он чем-то отличается. Вика сказала, надо потрясти. И все. Ну, в общем, это соленое молоко. Немножко кефир. Для меня это очень необычно. Это очень полезно. Во-первых, посмотрите, какая она большая, да? Я вижу курицу, огурчик. Вик, что там еще есть? Помидоры, лук и листья салата. Я так понимаю, мне нужно дать ему мясо. Это как минимум. Айран будет он, как думаешь? Мне хочется его чем-нибудь угостить. Нам еще дали такие перчики. Вообще их любят местные, мне Вика говорит. Сама Вика отказалась это есть, сказала, что они очень острые. Вы понимали, я вот только вот такой вот кусочек откусила. Да, ты еще не дошла до косточки. Ой, кстати, вот знаете ли, я поняла, зачем айран дают. Вот чтобы это есть. Не, я, пожалуй, больше не буду. Столько перцев дали, вот они реально столько перца, что ли, едят. Golden Park Resort, где живет Вика. А-дом, Б-дом и С-дом. 3 дома. Очень круто, что здесь еще есть собственный бассейн. Сейчас его слили, потому что уже не сезон. Соседние это тоже жилые комплексы. Район называется Конаялти, правильно? Да. Горы вот рядом, там чуть-чуть дойти до моря, здесь есть все магазины. На улицу выходишь, там так тихо, там так мало людей. Вообще идеально. Погода сейчас у нас ноябрь, очень комфортная. Вчера было для меня жарко, где-то 25 градусов. Снега здесь нет. Кухня, большая комната. Здесь вот спальня Вики. Туалет. Здесь входная дверь. Самое крутое здесь это балкон. У вас прям под балконом пальма растет. Ну вообще это как? Очень много лет назад эта квартира, Вика говорит, стоила где-то 2 миллиона рублей всего. Это вообще немного на самом деле для квартиры, но я помню, ты говорила, что здесь даже еще особо ничего не было. Ну, то есть магазинов особо не было на то время. Да-да, он только новый район был. Вы покупаете, соответственно, квартиру, получаете, возможно, сначала временный вид на жительство, потом постоянный вид на жительство. Здесь очень много кто понимает по-русски, очень многие говорят по-английски, да и турецкий можно выучить, вон Вика уже отлично его знает. Мне так нравится за этим наблюдать, потому что я нигде такого не видела. Вот на домах, сейчас сниму, солнечные батареи, бочки с водой, я так понимаю, да, что это? Вон там на крышах, везде, везде, везде. Обалдеть, какой выбор. Я хочу все. Начни с чего-нибудь. Это с фисташкой? Нет, ладно. Thank you. Достаточно много крема, кусочки шоколада. А вот это фисташка в шоколаде. Ну это как сочное тесто, ну только покрошенное. Фрукты? Крем типа... Маскарпоне, да? Мне твое больше нравится. А точно нет чайника? Нет. Скажу, что есть в холодильнике у человека, который живет в Турции. Какие тут продукты из обычного турецкого магазина, правильно, Вик? Самое классное, что я уже показывала в другом видео про Турцию, это молоко сосик. Как мы выяснили, сосик это значит детское. Авокадо, томаты, еще одно молоко. Шоколадный соус, смотрите. Шоколадки турецкие.
Айран у Вики тоже есть. Самое вкусное это вот это. Помидорки со вкусом помидора именно, не как в Москве, непонятно с чем. Огурцы, так, морковь. Так, и такой вот сыр. Короче, типа маскарпоне. Нет, маскарпоне это лавне. А это что? Маскарпоне это типа нашего творожного сыра. Типа творожного сыра, но вкуснее. Йогурт. Я помню, что здесь была беда с колбасой. Вика говорит, потому что колбаса невкусная. Вкусная только ветчина. Так. Это Вика готовила мясо. Это наши брынзы. Наша брынза. Крепешечки. Это Вика что-то пьет. Сок. Какое мороженое. Турецкое, Вик? Да. Такие печенья Вика ест. Еще одни булочки. Смотрю, масло. Обычно оливковое. Обычный чай, да, ничего интересного. Вот вообще просто запомните, это лучшее блюдо. Просто оно такое вкусное. Это как макароны, но немножко по-другому. В Москве продают вообще мало где и не такой вкусный. А вот турецкий птицим это просто супер с овощами. Я его обожаю. Но мы еще, конечно же, сходим в магазин, и я покажу, что купить в магазине интересного вкусненького. Я надеюсь, ты его не кипятком залила? Кипятком? Чайник. Блин, надо, чтобы он был остыл немножко. Это мы завариваем гречишный чай, но это я привезла. Очень вкусно. Сим-карта турецкая, связь в Турции дешевле, естественно, если вы покупаете сим-карту. Например, мой роуминг МТС стоит 400 рублей в день. Сим-карту я купила в Turkcell. Сама сим-карта плюс тарифный план, где 20 гигабайт, обошелся мне в 1899 рублей. И он действует месяц. Можно взять поменьше гигабайт, если вам столько не нужно. У вас работает WhatsApp, Telegram. Конечно, звонки вам будут поступать только на турецкий номер. Очень важный момент. Я столкнулась с тем, что у меня плохо работал наш русский ВКонтакте и Booking. И Вика мне подсказала, что нужно установить VPN, вот это приложение Turbo VPN. Видите, вот такое. Затем вы заходите в настройки. Здесь появляется VPN. Или было, но я уже не знаю, не видела. И тут вот, короче, нужно включить его. Вот сейчас не подключено, а нажму, будет подключено. И все будет работать. Сейчас найдем какую-нибудь местную вкусную еду. На самом деле есть даже Доминос пицца. Да, чечевичная. Чечевичная ела. Ай, здесь привет. Сейчас, бир-фиде. Мы, короче, зашли в какую-то небольшую забегаловку, совершенно обыкновенную, я так понимаю, здесь кушают местные. Мы это же заказывали, это просто комплимент заведения. Нам принесли огромную тарелку салатиков, конечно же. Любимый острый перчик. Где айран? Как сказать спасибо? Шекерле. Как шекерле? Мне интересно понять, как это можно есть. Берете еду, вот я взяла свою пиццу, добавила сюда еще вот овощей из тарелки. И возьму небольшой перчик, и после пиццы съем перчик. Просто еда становится острее. Гениально же, да? Говоря, больше всего мне понравились помидорки. Сейчас я расскажу про аренду авто в Турции. Мы взяли, получается, с Викой машину на 2 дня. Плюс, конечно же, еще бензин. На бензин на полный бак мы потратили 2280 рублей. Арендовать машину в Анталии можно много где. Но есть одна небольшая особенность. Мы заходили в несколько. И в некоторых можно было взять машину, и там лимит по километру в день всего лишь 170 километров вы можете проехать. Мы нашли, где можно проехать 200 километров в день. Нам этого, в принципе, достаточно. Но если вам нужно больше, то тогда лучше взять машину в аренду в аэропорту. Там можно взять на выходные и вообще ездить очень далеко за Анталию. Для того, чтобы арендовать машину в Анталии, в Турции, вам потребуется ваше водительское удостоверение. Собственно, это все достаточно просто арендовать машину. Единственное, обязательно смотрите на километраж. Это важное условие, иначе у вас будет штраф. Мы поехали в сторону Темре, чтобы посмотреть красивые бухточки,
вот этой прекрасной сине-бирюзовой такой водичкой. Кстати, животных здесь очень любят. Можно увидеть тарелки с водой, с едой для кошек и собак на улице. Ты хочешь лечь? Со мной будешь видео записывать? Ну давай. Thank you. Класс, у нас есть дом. Сейчас мы находимся в Адрасане, в гостинице. Что за поход? Вот я всем говорила, что я иду в поход с рюкзаками, с палатками в горы. Будет высоко и тяжело, и мыться мы будем в море в котелках. Сосик, кстати, да. Душ, горячий душ, пожалуйста. Вот меню, и я решила попробовать. Ну что опять? Я решила попробовать туркиш паста. Манти, видите? Вообще похоже на сметану, Вик. Нет, это йогурт. Это пельмени, что ли? Интересно. Пельмени? Ну какие пельмени? Туркиш паста. Похоже на пельмени без мяса. Я тебе говорю, это вот это пельмени. Со сметанкой. Не есть мясо. А вообще кажется, что это айран. Слушай, по-моему, там есть мясо. Есть, там есть мясо. Там мясо. В айране. Мой любимый айран. Кажется, к концу этой поездки я полюблю айран. Его почти каждый день. Да, для пищеварения, да, знаю. Какие интересные типа макарошки они это называют, да? И соус? Не знаю, я не любитель айрана просто. Может быть, сыр сюда было бы неплохо. Вчера вообще полно русских, здесь тоже много русских приходят, потому что сидели. Little yoga, little hiking, and very much hiking. Chirala yoga group and swimming. See this Yeah. beach. Вика! Yeah, change. Сердце замерло. Yes. Сердце, остановилось мое сердце, замерло. И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Нас хозяин угостил кофе с молоком. Очень вкусный кофе. Оказалось, что он на козьем молоке. Это просто, наверное, самый вкусный кофе, который я пила в Турции. Можно попробовать в Адрасане. А если вы хотите купить домой кофе, я не смогу это прочитать. Короче, просто запомните, как выглядит эта упаковка. На ней написано 9 лир, это, да? 9 лир всего стоит. Умножаем на 8, 9 и 8, 72. 72 рубля. Мне кажется, в этом видео я буду просто есть. Чё? Не понимаю, чё? Сейчас позавтракаем и пойдем смотреть прекрасный пляж. Это совсем недалеко от Чирали. Чирали вы поедете наверняка. И, кстати, сегодня мы будем в Чирали. Я тоже вам там все покажу. Заедьте обязательно. Посмотрите Адрасан. Картошечка. Тарелка с овощами, маслица, мед и домашние сыры. Домашнее варенье из айвы. Айва тоже здесь растет. Посмотрите, какая красота просто. 40
вообще не соленый вот этот. Ну, картошечку. Картошечка, везде картошечка. Ой, нам еще перец положили. Это острый? Не острый? Ты чё? Немного недосоленый. Я думаю, что это должно компенсироваться типа оливками, маслинами. Ну а теперь, собственно, зачем мы приехали в Адрасан? Посмотрите, какая здесь шикарная бухта. Это одна из самых красивых бухт Турции. Нашей гостиницы всего 3 минуты пешком, и вы около моря. Смотрите, как здесь мало людей. Чирали, или, как правильно говорить, Чиралы, там гораздо больше людей. В Адрасане я советую всем останавливаться вот в гостинице, которая называется Дуран Пансион. Очень добродушный, хороший хозяин. Вот сейчас покажу, как это выглядит место. Hi. Мы вчера с Викой налили полный бак бензина, ехали весь день, примерно 200 километров. И вы посмотрите, сколько у нас еще бензина. На одно деление уменьшился. Мы сейчас проезжаем, покажу гору. Называется она Олимп, а по-турецки Тахталы. Считается, что там жил Зевс. Там сейчас можно подняться, правильно, Вик? Поднимаются. Кафе и канатная дорога. Мы приехали в Чирали. Этот пляж очень известный у туристов. Еще он известен тем, что здесь откладывают черепахи яйца, и в августе вылупляются маленькие черепашки. Здесь обычно достаточно народу, но есть один лайфхак. Если вы хотите тоже приехать на этот красивый пляж, доезжайте прямо до самого конца Чирали, то есть вот прям до гор. Доезжаете, вот здесь стоят корабли, и идете к морю, и народу здесь практически нет. Вы посмотрите. А в самом начале Чирали, то есть вон там гораздо больше людей. Вы как будете въезжать в Чирали, вы прям видите очень много туристов с рюкзаками, потому что здесь рядом проходит Ликийская тропа. Мы тоже здесь были, кстати, на Новый год. Мы жили там вот в кемпинге, Чирали кемпинг. И здесь же идет подъем на знаменитую Химеру. А сейчас я покажу вам невероятный пляж, Средиземное море, Чирали, совершенно недалеко от Анталии. Сюда можно доехать даже общественным транспортом. Хочешь, чтобы, если что, руки сломала я, да? Угу. Так я поняла. Мы накупались на пляже Чирали. И здесь совершенно недалеко, всего лишь 15 минут на машине, есть Улупинар. Очень интересный ресторан прямо на воде. Вот здесь почему так вообще громко сейчас? Потому что водопады вокруг. Здесь можно попробовать очень вкусную рыбку, форель на жаровне. И также их национальное блюдо, сладость, халва, запеченная в печи. О, может, надо вместе с ней пить? Как думаешь, вот так? Типа держать за нее.
Нет, держать вот здесь надо. К нашему заказу нам принесли, смотрите, огромную лепешку. Кадра нам влезла. Это какой-то соус. Наверное, на айране. Масло. Домашнее. Вкусная овощная закуска. Сейчас попробуем. Это что, Вик? Наверное, это сыр, да? Сыр, да. Сыр соленый, скорее всего. Он очень соленый, мне такой нравится. Это типа пармезан. Но это не пармезан. Типа Ну, пармезан. соленый сыр домашний. Типа Аджика. аджики. Острый. О, да-да. Их любимый перец здесь. Я-то думаю, почему перец не принесли, как обычно. А он, оказывается, в этой овощной штуке с томатами, наверное. Ну, сказала, я некрасиво ем. Знаете, Сказала, что мне что Вика ты сказала? Недостаточно эротично ем, вот что мне Вика сказала, если быть точнее. Намажем его маслом. Положим сюда острую закуску с острым перчиком. Чтобы она была не такая острая, я положу сверху что-то типа йогурта со специями. Чем-то похоже на Дагестан. Потому что там тоже подают такие вот острые какие-то закусочки. Очень соленый сыр, масло. Реально похоже на Дагестан. И лепешки. Мы точно в Турции. Дика опять заказала кофте, котлетки. И вот к ним идет еще гарнирчик. Дика мне обещала дать попробовать. Есть, да? Да, можно есть. Там ниже форелевое хозяйство. Поэтому обязательно попробуйте здесь форель. Картошечка. Это как деревенская картошка, только мне кажется, у нее толще вот эта корочка верхняя. Есть еще нижняя корочка. Короче, корочка более толстая. Печеная картошка — это вкусно. И запеченная помидорка, я просто уверена, что вкусно, но она очень горячая, поэтому я пока ее отложу. Короче, самое дорогое — это купить билеты в Турцию, особенно обратный. А еда, жилье и, в принципе, все остальное здесь вообще недорого. Конечно, есть какие-то люкс-отели и очень дорогие рестораны, но, возможно, никакой необходимости в них нет, потому что все то же самое вам приготовят в обычных ресторанах, в кафе, даже в забегаловках. Вы можете попробовать хорошую, вкусную местную еду совершенно недорого. Вика дала мне попробовать кофте. А это баранина? Ага. А ты не говядину заказывала? А здесь нет вариантов. Ну, они, немного пахнут. Ну, знаете, такого привкуса баранины я вообще не чувствую. Вообще я не люблю баранину, не ем ее. Именно из-за этого привкуса и запаха. А вот здесь его нет. Мясо очень нежное. Нам принесли знаменитый турецкий десерт, халва запеченная. Когда такую не ела, ела только, знаете, которые в магазинах продают уже упакованную. Такую ела. Очень жидкая, очень, смотрите. Просто это как крем. Очень сладкое, очень интересно. Порция здоровенная, это минимум, там, мне кажется, даже 3 человека может это съесть. Там еще внизу очень много столиков, просто здоровенный ресторан. За 72 часа до въезда в Турцию вы обязаны сделать HES-код. Делается это в интернете. Сейчас все покажу. Вот эта страница. Я все напишу, оставлю ссылки для всех въезжающих с появлением ковида. Вас могут это спросить как в аэропорту, так это обязательно для передвижения на общественном транспорте. Вы это делаете. Просто заполняете. Потребуется номер паспорта заграничного, дата прибытия. И в итоге вам выдается ваш HES-код. Это нужно сделать обязательно. Чтобы передвигаться на общественном транспорте, HES-код вам нужно еще привязать к вашей карте транспортной. Либо вы можете сделать еще проще через интернет, привязать HES-код к вашей банковской карте и оплачивать проезд с помощью банковской карты, прикладывая свою карточку. hes.antaliacard.com. Вы указываете здесь свой HES-код, номер паспорта и номер вашей банковской карты. Мы уже пришли в археологический музей. Его очень хвалят. Я обычно не очень люблю музеи, но мы
мы сходим, посмотрим и сами решим, интересно или нет. Здесь очень много раскопок, древние амфитеатры, которые мы видели, когда шли по Ликийской тропе. А теперь все. Вивасе. Вот так спели. Вивасе. И держите. Смотрите. Вивасе. Долго-долго держите. Вивасе. Кстати, недалеко от Анталии тоже есть древний амфитеатр. Туда можно доехать на общественном транспорте. Аудиогид in Russian. Yes. Попросили паспорт. Питье. Очень много всего должно быть из перги. Берете билет, вот тут есть штрих-код, засовываете его, знаете, как когда на электричку проходите, вот так и засовываете. Маша растеряша. Так, собрались. Идеально, смотрите, вот тут пишешь номерок, тут написаны циферки. Набираешь и все, и слушаешь. Ну, естественно, вживую это смотреть все гораздо интереснее. Скульптура Афродиты. Ее собирали из 103 разрозненных частей с помощью металлических опор. Мне нравится, как животных изображают. А еще есть черепаха. Так, еще тут есть змейки. По-моему, все. Даже представлен целый миф древнегреческий про музыкальное состязание. Я вообще не представляю, как это можно делать, такие скульптуры, как можно так делать из камня одежду. Я еще нашла овечку, смотрите, или барана там. Я еще кого-то нашла, но не пойму, кто это. Может быть, это лошадь или верблюд. Но самое интересное здесь это саркофаг для собачки Стефана. Он, конечно, совершенно обычный, но саркофаг для собачки. Где-то тут были еще скифские птички. Вот птичка, вот он, лев. Смотрите, какой красивый. Это писали яичные темпоры, да, если я правильно сказала, на дереве, то есть краску делали на основе яичных желтков, добавляли туда сухую смесь и рисовали. Это было интересно благодаря аудиогиду, без него мне бы, наверное, не было бы интересно. Ну, как бы, я видела уже подобное. Интересно, когда тебе рассказывают какие-то необычные факты, какие-то новые знания. Мне понравилась история мифа, которую я не знала. Большие скульптуры, как они сделаны, посмотреть. Однозначно, если вы пойдете в археологический музей в Анталии, возьмите аудиогид, вы не пожалеете, да, это дороже, но это того стоит. Вам действительно будет просто интереснее и более познавательно здесь находиться. Это что такое? Можешь пузень потрогать. Здесь недалеко от музея очень красивая набережная, такая как парк оформлена. Вик такая говорит, для палаток, какое чудесное место. С видом на море, на горы, ровно. Знаете, как рыбачат местные рыбаки, вот так, со скалы прям. Мы зашли в магазин, обещала показать, что здесь попробовать. Вика советует жидкую халву. Ее добавляют в десерты, добавляют в тыкву, делают какое-то блюдо, запекают, да? Оливки вообще огонь, я думаю, точно стоит пробовать. Индучная паста. Если вы будете выбирать здесь шоколадку, берите вот такую. Это турецкий шоколад. 7 лир, 7,8, 56. И за 5 лир. Самый вкусный местный шоколад. Есть большой. Турецкий чай, чтобы заваривать его. Они любят крепкий чай, обычно здесь пьют. 22,5 лиры. Это будет чуть больше 180 рублей. Здоровенная полкилограмма упаковка. Воду здесь можно купить даже меньше лиры. Помню, мы, на Ликийке готовили вот эти сосиски с макаронами. Ну, в целом нормально. Что делать? Давай я куплю твою. А ты иди на улицу. Ну, давай. Вику выгнали из магазина, представляете? Я предполагаю, что такой объем продуктов нужен, если у тебя большая семья,
и тебе нужно затариться сразу на неделю. До речи, что я нашла? О, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Гюрешмек юзере. Думаю, что на этом стоит закончить, да? Да-да, Вика, ага. Самое главное, Аркадаш запомни. Это друг. А, я еще знаю индрим. Чтобы сказать да, это evet. Нет и yok. Бесплатно, бедава. Если ты им скажешь Аркадаш, то ты будешь прям супер френд, понимаешь? Для меня будет всегда индрим. Для тебя будет супер бедава. Мандарины, которые подарил наш друг из Адрасана, Рамазан Мераба, Тушикурлер, Бериями Рамазан. Пришло время рассказать про суперудобное приложение общественного транспорта. Если вы собираетесь передвигаться именно таким образом по Анталии, скачайте себе вот это приложение. Называется оно Move It. Нажимаем. Оно на русском языке, очень удобно. Здесь можно написать адрес на русском языке. Ваше текущее местоположение указываете, либо любое другое. Он предлагает мне маршруты на автобусе. Показывает, куда дойти, где остановка, сколько мне нужно проехать остановок, где выйти и куда там дальше дойти. То есть он все мне абсолютно показывает. Есть другие варианты, показывает, сколько пешком идти. Зашла в кафе, на самом деле, ради одного блюда, которое называется кёнифе. Что там так происходит, а? Запели опять. Сделано такой соломкой, очень сочно и чувствуется мед. Я даже не могу ни с чем это сравнить, потому что ни на что другое не похоже. Мы зашли в магазин, который очень похож на нашу русскую подружку. Я говорю, что мы зашли. Я, DJI и GoPro. А, iPhone еще. Точно. Нас 4. Просто невероятно. Дали масло не смывать. Представляете, всего за 1700 рублей. Значит, ты сначала в хамаме лежишь, потом все делают за тебя, моют тебя, массаж тебе делают, щеткой тебя трут. Потом, оказывается, еще чай, а потом еще и на массаж. Представляете, на масловый. Мне еще так нравится, что меня никто не понимает, что я говорю. Мне вообще все равно, говорю все подряд. Вот комната, где мы сидим, пьем чай, там дальше хамам, сверху переодевалки. Они выглядят точно так же, как эти. Саша заказала турецкий кофе, самый настоящий. Его приносят с водой. Попробуют специально для вас. Саша, уставшая, сидит и все равно пробует на камеру кофе. Вот кофе, он горячий, кстати, поэтому, возможно, эксперимент будет не супер удачный. Ну, кстати, не жестче, чем я себе иногда варю по утрам, так что нормально, очень вкусный, прям мне нравится. Правда, время 11 практически. Мы были в Памукале, там прикольно, там есть на что посмотреть, много времени там не надо проводить, но в целом там прикольно просто побывать. Это не на побережье, а ближе вот к серединке Турции, на материке. А в Чиралах просто кайфово находиться, там нету многоэтажной застройки, ты находишься как будто на деревне, потому что там орут петухи как резаные. Как будто ты в деревне у бабушки, только ты в Турции, рядом море. Ну и утро сегодня, конечно, я не могу это не рассказать, потому что это очень важная часть всей поездки, так как это поездка в ковид. При въезде в Турцию вы должны сделать ПЦР-тест, либо у вас должен быть сертификат вакцинированного, но при этом должно пройти после последней вакцинации 14 дней. Из российских вакцин они принимают только Спутник V, 2 дозы. Когда вы возвращаетесь в Россию, вам нужно заполнить анкету на госуслугу. Если у вас есть сертификат, он там автоматически прикрепляется, и при возвращении домой вам не надо ничего сдавать. Если же у вас нет вакцинации, вы просто сдаете ПЦР-тест уже в России в течение 3 дней, что ли. Ну, эту информацию лучше уточнить. Но есть нюанс.
Я и Саша, мы возвращаемся обратно с пересадкой в Стамбуле. У Саши был сегодня раньше вылет. Она подходит на стойку регистрации, ее просят предъявить ее ПЦР-тест, либо сертификат вакцинированного. У нее ни того, ни другого нет, потому что как бы мы читали только про въезд в Россию, где было четко написано, что надо заполнить анкету и уже дома сдавать ПЦР. Но пересадка в Стамбуле, и это просто все испортило. Она уже не успевала сдать ПЦР-тест, который сделается в аэропорту за 2 часа, стоит 1700 рублей. Пришлось купить другой билет. По моей ситуации у меня есть сертификат вакцинированного, но все дело в том, что после вашей вакцинации должно пройти 14 дней минимум. Подхожу, показываю свой сертификат, она начинает считать дни, но он недавний, я его сделала только прививку в октябре. И вот сегодня ровно 14 дней. Это если учитывать тот день, в который я сделала прививку. Честно, мы не думали, что при перемещении по Турции у нас возникнут какие-то проблемы. При перелете из Анталии в Стамбул, что может потребоваться что-то. Но это все очень нервно, поэтому позаботьтесь об этом заранее. И когда вы будете смотреть это видео, обязательно проверьте актуальную информацию. Обычно ее, кстати, присылают с вашими билетами, но не все компании ее, кстати, присылают. Но знаете, в чем плюс всей этой ситуации? Я пока сейчас узнавала в аэропорту насчет своего сертификата, гораздо лучше стала говорить на английском и других понимать. Это, знаете, мне кажется, стрессовая ситуация срабатывает. Если очень надо, заговоришь на английском. Тут сами какие-то слова стали всплывать, предложения как-то сами стали строиться. И все понятно было вообще. Я вообще от тебя такого не ожидала. Ну вот и все, пора возвращаться домой. Я надеюсь, что вам было полезно это видео, что вы узнали что-то новое для планирования своего путешествия, что посмотрите самую красивую, настоящую Турцию, а не только all-inclusive с отелями. Я также всем очень советую все-таки посмотреть это видео про Ликийскую тропу и отправиться в поход с палатками и рюкзаками. Есть прекрасная Турция, куда хочется возвращаться, чудесные пляжи, Чиралы, Адрасан, Финике. И это все на самом деле доступно. Не нужно брать даже для этого гида. Вы сами можете туда доехать и все это посмотреть. Вот, я сейчас в ноябре. Чудесная погода. Так что не бойтесь, езжайте. Море еще теплое. До новых встреч. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментарии, что вы хотите еще увидеть, что мне изменить, куда мне съездить, что поснимать. Я все обязательно прочитаю и буду стараться делать еще более интересные видео для вас.